Всем привет! Меня зовут Алена, и вы на канале о вязании «Вязаная мечта». А давайте посмотрим журнал за 1981 год. Этому журналу 43 года. Как вы думаете, найдем что-то полезное для себя? Давайте смотреть. Итак, в журнале представлены 25 моделей для ручного вязания и 25 моделей для машинного вязания. Каждой модели дано краткое описание, выкройка, схема или текстовое описание. Модели, конечно, устаревшие, но в качестве идеи для своих задумок можно что-то и найти. Нельзя сказать, что эти модели для вдохновения, но какой-то отдельный элемент или узор можно и рассмотреть. Я не буду озвучивать каждое изделие, просто вам покажу под приятную музыку, а после расскажу, на что я обратила внимание, и покажу, какой узор мы вместе с вами свяжем.
Ну что, какие впечатления от журнала? Интересно смотреть, что носили наши мамы и бабушки много лет назад. Мода обычно возвращается через определенный период, а что касается узоров вязания, то они актуальны всегда. Главное адаптировать их на современную моду. Итак, на что я обратила внимание в этом журнале? Мне понравился двухцветный узор с модели номер 2. И сочетание цветов здесь очень хорошее. Я хотела провязать образец, но увидев описание, поняла, что это связано крючком. Неожиданно для меня, я думала, это жаккард или узор с вытянутыми петлями, оказалось нет. Я крючком не вяжу, лишь некоторые детали или обработка, поэтому перешла к рассмотрению другого узора. Но этот узор очень мне понравился, и, возможно, я его все-таки в заметке себе оставлю. Если кому-то тоже нравится этот узор, здесь есть описание текстовое. Можете сделать скриншот и попробовать его связать. Смотрится очень интересно. Так, мне понравился еще узор на ажурном джемпере номер 22. Это вот этот вот джемпер. Даже само изделие, фасон смотрится неплохо. Здесь красивая отделка горловины и низа джемпера. Также акцент сделан на рукава широкие. Сейчас модные широкие прямые или оверсайз рукава, но в сезоне 2025 года модельеры предлагают рукава-фонарики, расклешенные или с дополнительным объемом на плечах. Поэтому на основании этой модельки можно связать современный какой-то джемпер, а если использовать модную пряжу, например, то получится шикарный результат. Горловина здесь тоже красиво вывязана за счет отделки ажуром. Смотрится очень интересно. И здесь точно так же. Сам узор тоже выглядит очень интересно, поэтому я предлагаю вам его связать. Схемы на этот узор нету, но есть текстовое описание. Раппорт узора состоит из 13 петель плюс 2 кромочные. И вертикальный раппорт здесь 10 рядов. Для вязания образца предлагается набрать 2 раппорта, то есть 28 петель. Мы так с вами и наберем. Набираем 28 петель. Я буду использовать пряжу ангору. И я уже провязала 2 вертикальных раппорта. То есть у меня получается один раппорт, второй раппорт и наверх тоже один раппорт и второй раппорт. Итак, давайте приступим. Я взяла темный фон для того, чтобы нам было лучше видно петли. И давайте начнем. Первый, второй ряд вяжутся лицевыми петлями. Первый ряд у нас лицевой. Провязываем кромочные и далее у нас лицевые петли. Второй ряд у нас изнаночный. Точно так же мы провязываем все петли лицевыми. Я провязала 2 ряда. И третий ряд вяжем следующим образом. 1 кромочная петля. Дальше 6 изнаночных петель. Дальше нам из одной петли надо вывязать 6 петель, чередуя 1 изнаночную и 1 лицевую. Вяжем следующим образом. Нить у нас перед работой, провязываем изнаночную петлю, но петлю с левой спицы мы не скидываем, а провязываем следующую петлю лицевой. Заводим нить за работу и вяжем лицевую петлю. Следующая петля у нас опять изнаночная, нить перед работой и провязываем изнаночную петлю. Это у нас уже 3. Дальше лицевая петля, изнаночная петля и лицевая петля. Теперь сбрасываем, и у нас получается мы провязали 6
петель, чередуя изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше мы вяжем 6 петель изнаночных. И у нас закончился раппорт. Я поставила маркер для разделения раппортов. Это для тех, кто только начинает или учится вязать. Чтобы не запутаться, можно таким образом сделать. Дальше мы вяжем, повторяем раппорт, 6 изнаночных. И вывязываем из одной петли 6, чередуя одну изнаночную и одну лицевую петлю. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Следующие 6 петель провязываем изнаночными. И 1 кромочная петля. Следующий ряд, 4, провязываем следующим образом. Кромочная петля, 6 лицевых петель, 6 изнаночных петель. Петли у нас расположены лицевая и изнаночная, но мы все провязываем изнаночными. Вот у нас лицевая, мы ее вяжем изнаночной. 2, 3, 4, 5, 6. Дальше 6 лицевых петель. И у нас закончился раппорт. Вяжем следующий раппорт. Провязали, вяжем 5 ряд. Кромочная петля, 6 изнаночных петель, 6 лицевых, и 6 изнаночных. Повторяем раппорт. Изнаночный ряд 6 вяжем, как смотрят петли. То есть 6 лицевых, 6 изнаночных, 6 лицевых. Шесть изнаночных и 6 лицевых. Провязали, переворачиваем, вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду мы будем делать уже накиды. И здесь в текстовом описании указано, что 2 петли провязать вместе изнаночные. И это описание в скобочках. Когда описание в скобочках, здесь есть примечание в журнале, значит эту комбинацию петель надо повторить 2 раза. То есть мы вяжем кромочную петлю. И дальше 2 петли провязать вместе изнаночной мы делаем 2 раза. Один раз провязали 2 петли вместе изнаночной и второй раз провязали 2 петли вместе изнаночной. Дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, накид. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид. Дальше 2 лицевые, накид, 2 лицевые и 2 изнаночные. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной. И следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной. Провязали один раппорт, вяжем следующий раппорт точно так же. 2 вместе изнаночные, 2 вместе петли провязываем изнаночные. Далее 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, накид, 2 лицевые петли, накид,
2 лицевые петли и 2 изнаночные петли. Следующие 2 изнаночные провязываем вместе изнаночной, и следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной и кромочная. Провязали 7 ряд, 8 ряд вяжем следующим образом. У нас здесь получается 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4 петли лицевые и 8 изнаночных. Накиды провязываем изнаночными. И 4 лицевые. Повторяем раппорт. Вяжем 9 ряд. Здесь точно так же у нас в скобочках 2 петли провязать вместе изнаночной, и дальше у нас тоже в скобочках есть повторяющаяся комбинация. Так, вяжем кромочная петля, 2 петли провязать вместе изнаночной, 1, 2 петли провязать вместе изнаночной, 2. Дальше 2 петли провязать вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид. И повторяем точно так же. 2 петли провязать вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид. Дальше 2 петли провязываем вместе лицевой. И дальше 2 петли провязываем вместе изнаночной. И повторяем, 2 петли провязываем вместе изнаночной. Повторяем раппорт. 2 петли вместе изнаночной, 2 петли вместе изнаночной. Далее нам надо провязать 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид. Повторяем эту же комбинацию. 2 петли вместе провязать лицевой, накид, 1 лицевая, накид. Далее уже за скобочками у нас 2 петли провязываем лицевыми вместе лицевыми, и 2 петли вместе изнаночной 2 раза, 1 и 2. Кромочная. 10 ряд вяжем следующим образом. Кромочная, 2 лицевые и 9 изнаночных у нас будет. 2 лицевые, 9 изнаночных. Накиды провязываем изнаночными. Две лицевые. Повторяем. Все, мы провязали вертикальный раппорт 10 рядов. Давайте посмотрим на наш узорчик. Вот такой вот получается узор. Я постирала образец. Посмотрите, какая прелесть получается. Какой классный узорчик. Вроде цветы в саду. Мне очень нравятся цветочные узоры. В предыдущем обзоре журнала тоже я вязала узор цветы. Можете посмотреть это видео. Ну, а кому понравился данный узор, вяжите с удовольствием и создавайте свои уникальные модели. Всем желаю удачи и вдохновения. А у меня на сегодня все. Встретимся в следующем видео.